Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Второй прогноз на декаду, на 10 дней, с 1 по 10 декабря. Представляете, уже декабрь, последний месяц 2025 года. Вот давайте мы с вами узнаем, что или кто появится неожиданно. И, быть может, это как неожиданная возможность сама по себе, и вам доведется принимать важные решения, решиться на первый шаг. Возможно, это будет новость, информация, которую вы услышите. Возможно, это будет связано именно с человеком, как кто появится неожиданно, и это может быть как гонец, вестник, который как раз и принесет эту весть. Ну, давайте с вами узнаем. Первая колода карт, 78 дверей. Открыты двери или закрыты? Куда-то, может быть, мы и сами не пойдем, но тем не менее. Возможности. Потоковая информация. Не задаем вопросов, а позволим картам нам раскрыть, как через подсказки, знаки судьбы. С чем будут связаны эти 10 дней для вас, мои дорогие тельцы? Что в целом, может быть, случится, что происходит в эти 10 дней? И коль уж мы спросили, что или кто появится неожиданно, вот давайте достанем такую первую карту. С чем или с кем эти неожиданности будут связаны? Первая карта. И продолжим раскрывать эту тему, на пороге каких событий вы стоите. Может быть, к чему быть готовым. И последнюю карту, к чему это все идет или как это обернется. По основным сферам жизни достанем 3 карты. И первая – это у нас сфера любви, личной жизни, в целом отношений. Чего ждать? Ну или что нас ждет? И что ждет вас, мои дорогие тельцы, сфера финансов? И третья сфера жизни, чего ждать? Это у нас ваши достижения, работа, планы, карьера, может быть, бизнес у кого-то. Или важные разговоры, важные встречи. Ну, давайте будем узнавать, что ж там за знак судьбы, король мечей, ух ты. Ну, может быть, для кого-то из вас это человек, который рожден напрямую под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеют там асцендент. А возможно, это вам, мои дорогие тельцы, ну, где-то по инстанциям, официальным лицам, юридическим каким-то конторам или специалистам. Иногда это и судьи, люди в погонах, врачи. Вот нам конкретно врач представлен. Дверь как будто открыта. Ну и больной у нас тут присутствует. Где-то карта нам говорит о том, что если у вас какая-то ситуация, может быть, патовая, как больная ситуация, в чем-то, может быть, и придется принимать решение, причем такое рациональное, потому как король мечей – это всегда интеллект. И это не совсем с позиции эмоций. Может быть, кому-то и сложно решиться на первый шаг, а это придется. Или это будет действительно связано с тем, что какой-то человек появится в вашей жизни, или, может быть, он уже есть, и нужно какую-то тему или вопрос решить рационально. Вы можете столкнуться также, ну, где-то будьте внимательны, потому что иногда как силовые структуры, да, вот это тоже проходит по этой карте. Тут ведь, понимаете, очень такой ёмкий как бы смысл в этой карте, потому что если мы говорим о людях, которые буквально в нашу жизнь могут прийти, самые разные ситуации. Но люди, с которыми мы контактируем, это те, которые работают в рамках полномочий или в рамках протокола, в рамках приказа. То есть от и до. Может быть, какая-то еще иная ситуация вас как раз сталкивает, когда вам самим нужно добыть вот эту информацию, причем не приблизительно, основанную не на вашем представлении, допустим, да, а если вы решаете какую-то серьезную тему, а тут как раз все темы серьезные проходят, тут неплохо было бы заручиться либо чьей-то поддержкой, как человека, который знает, как решить тот или иной вопрос, или знанием закона, может быть, и так тоже. Но, по крайней мере, это, в принципе, холодная голова. Вот такой знак судьбы. Теперь нам рассказывают, зачем вам будет нужна
Холодная голова, да какой-то выбор у вас на кону, очень сложный. И выбор касается вашей мечты. Вот художник в колоде «78 дверей» двойку мечей изобразил именно таким образом. Как будто есть монахиня, и она открывает дверь на плач младенца. И что она видит? Среди холода и луж маленькая кроха, которая плачет. И лицо женщины, она не просто удивлена, она опешила. Ничего подобного она не ожидала. Но зачем-то нам художник прорисовал именно монахиню. Ведь принимают монашеский постриг люди чаще всего, когда в их жизни было какое-то очень серьезное, емкое событие, которое изменило их жизнь. Причем нам уже показана женщина в возрасте. Значит, это какая-то ваша, возможно, задумка. Или когда вы представляли себе свою жизнь, ну, где-то совершенно не так, как она происходит теперь. В силу сложившихся обстоятельств, событий, с чем-то вам приходилось взаимодействовать, может быть, и мириться, мои дорогие, согласиться, даже если душа словно была против. Мы говорим о монахине. Да, нам теперь показывают, что у женщины свой дом. Вроде бы жизнь у нас обустроена, да, или, по крайней мере, она уже, ну, буквально по возрасту уже имеет какой-то опыт. И даже на этот отрезке жизненного пути, вот как будто где вы находитесь, да, ну, уже что-то укоренилось, устоялось. Или как будто приняло какой-то новый свой смысл. Но кто знает, может быть, именно эта женщина когда-то, может быть, в юности, то есть много лет назад, мечтала о надежной семье, что будет много детей, но вышло совершенно иначе. Вот поразмышлять нас приглашает автор этой колоды. И вот такой сложный вопрос или выбор, скорее всего, будет стоять перед вами. Может быть, он уже теперь стоит. С одной стороны, ведь это мечта. Нам именно в образе младенца автор передает какую-то мечту, которая когда-то не случилась, не получилась, не срослось. А вот теперь как такой робкий, ну, робкое заявление или робкое желание, может быть, вашей души. А дай-ка я попробую. Вот то, о чем вы когда-то мечтали. И вроде бы к этому есть предпосылка. Но мы сами себя ограничиваем, потому что жизнь наша, она где-то устоялась. Мы понимаем, что даже начав пробовать, мы обязательно столкнемся с какими-то неожиданностями. Нам придется пройти какую-то неуверенность. И вот что будет делать монахиня? Понятно, что она не оставит на улице младенца, она занесет в дом, но дальше. Либо она отдаст на попечение его, либо, пройдя тысячи каких-то преград, препон, она будет его воспитывать сама, воплощая свою мечту в жизнь. Я для чего так подробно описала эту карту, смысл этой карты, чтобы вы прочувствовали, вот у вас на кону что-то, ну, понятно, не такое, но очень похоже важное, понимаете? Когда вам даются возможности, но как к этому подступиться, непонятно. И есть в то же время ощущение, что именно это, с одной стороны, может изменить мою жизнь кардинально, но вместе с этими переменами придут обязанности, и, может быть, еще какие-то проблемы тоже придут, потому что мне тоже придется себя адаптировать, мне придется что-то преодолевать, мне придется как будто жить по-другому, не так, как раньше. Вот, мои дорогие тельцы, не знаю почему. И смотрите, две мечевые карты. Мечи – это у нас всегда интеллект. Хотя мне иногда пишут: ой, одни мечи выпали, это плохо. Ну, извините, мои дорогие, а как еще обозначить? Вот именно стихию интеллекта, стихия мысли. Понятно, не кубками, ну и не деньгами, пентаклями, верно? Ну и жезл – это у нас где-то такой порыв, импульс. Нет, тут размышления, понимаете, работа именно интеллекта, прежнего опыта и какой-то важный выбор на кону. Третий знак судьбы. Вот смотрите, вам придется действительно с чем-то адаптироваться. Вообще это карта праздника, поэтому праздник в чем-то будет. Может быть, это будут добрые вести, может быть, этот
знаете, вот выбор вам будет сделать проще, потому что нужно идти туда, куда зовет душа, куда зовет ваше сердце, то, что нравится, да. Вот явно карта как знак судьбы говорит нет. И есть вот просто то, что ты хотел бы телец осуществить, тебе нужно подойти к этому вопросу более рационально. И, может быть, буквально для себя разработать, потому что тут ведь явно какая-то альтернативная тематика присутствует. План А, план Б, план С. Может быть, это как 3 тезис плана. А также быть готовому к неожиданностям. И, может быть, один план ты попробуешь, потом второй, потом третий. Что-то ты будешь отметать, что-то не будет работать. Для тебя вот когда есть это несколько планов, потому что тут явно какая-то ситуация, которую вы не можете просчитать наперед. Или, может быть, вам так кажется, что все у меня тут уже застолбилось как бы, да, или все определено. Но тогда все равно первые 2 знака судьбы вы можете с чем-то подобным столкнуться. Тут как сама судьба, понимаете, заставляет в той или иной сфере жизни вас принимать вот эти решения такие рациональные и делать выбор. И в чем то же есть праздник, понимаете? Но, видимо, методы вам придется корректировать. Будьте готовы к этому. Давайте посмотрим. Так что или кто появится неожиданно? Умеренность. А что нужно что-то подождать? Может быть, это вы делаете выбор, а потом ждете каких-то документов. Все-таки старший аркан. Тут нам говорят, не все в твоей власти. Поэтому то, с чем вы сталкиваетесь, это не случайно. Я должна сказать, что весь этот период, особенно для вас, это у нас ретро-уран в вашем знаке зодиака. И этот транзит, он действует абсолютно на все знаки зодиака. И, кстати, это, к примеру, может быть как заявление какого-то человека, как я говорила, да, или это могут быть официальные лица, как я тоже говорила, когда они вам буквально приносят какую-то новость. И вам, может быть, еще доведется где-то совершить несколько шагов, прежде чем вы, к примеру, сумеете оформить какой-то документ, или сумеете, ну, ту же самую бумагу, или приступить к решению конкретно какой-то темы или вопроса, как будто, ну, подготовка какая-то, потому что им умеренность. И вам действительно для того, чтобы осуществить что-то, нужно просчитать. Потому как тут явно на кону что-то новое. Тут какой-то альтернативный вариант. Вы можете где-то робеть, мои дорогие. Вот и есть такое. Потому что мы ведь говорили, это, ну, может быть, даже и дело знакомое, или о чем вы раньше думали, а действовать приходится по-другому. Прежние методы ни разу не работают. Какие-то согласованности тоже не срабатывают. И что-то ускорить, самое главное, мы не можем. Ладно, так что же там за события? На пороге каких событий вы стоите? А вот это все то, что я уже где-то говорила. Аркан правосудия– это как справедливость. Всегда причина следствия и кармы– эта карта. Поэтому тут действительно вам что-то по судьбе, какой-то выбор очень важно сделать. И карта отчасти говорит, если ты что-то сделал прежде хорошо, то и пространство, Вселенная тебе откликнется обязательно. Тебе как создастся, может быть, даже не случайная случайность в виде людей, которые тебе будут оказывать содействие. Или просто, знаете, такие более лояльные, может быть, душевно добрые люди, которые вам помогают решить какой-то вопрос, причем дельными советами. Это не советы постороннего и не советы всех подряд. Нет, по аркану справедливости это именно по делу что-то. Или буквально у кого-то юристы. Но точно так же нам говорят, что идет на твой порог. Какая-то опять же тема для кого-то из вас может воскреснуть вновь. Это что-то хорошо забытое старое. По аркану правосудия, если мы, ну, как что-то не доделали или совершили в чем-то ошибку, нам пространство обязательно вернет, чтобы мы эту работу над ошибками либо сделали, либо даст возможность завершить, получить какой-то итог, мои дорогие. Вот здесь все то, что я говорила, вам даже старшие арканы подтверждают, и по аркану умеренности это не будет быстро, потому что старший аркан, а рядом с правосудием есть какой-то регламент, конкретные сроки, к примеру, для рассмотрения, опять же, какой-то важной бумаги, завершения, может быть, у кого-то судов, и вам где-то, может быть, и придется
Неважно, что вы думаете, что вы чувствуете. Есть какое-то конкретное дело, по которому нужно сделать выбор, принять однозначное решение, но и с элементом подождать, вот как именно по регламенту какой-то важной бумаги, документа, или дооформить, что-то просчитать, и по-другому как будто никак. Ну, наверное, Уран пытается навести порядок в вашей жизни. И если говорят Уран, мы думаем, что он все ломает, да? Но Уран не только ломает нашу жизнь. Он, мои дорогие тельцы, ломает наше представление о ней, ломает наше восприятие знакомых нам вещей и людей тоже, учит нас, как в новой реальности жить. Ладно, давайте мы к чему же это все идет, как все обернется. Но вы останетесь довольны. Вот тут, правда, праздник будет. По тузу кубков у вас какая-то возможность, которую вам, может быть, и придется, кстати, по аркану правосудия. Это не всегда те дела, ну, которые нам приятны, потому что это официальные всегда лица, а то и у кого-то это могут быть как и адвокаты, юристы или какие-то подобные ситуации, но, видимо, вот так вот, с душевным спокойствием, сознанием закона вам нужно что-то продолжить. Тут и люди будут участвовать в каком-то вопросе, причем не один человек. Явно для вас будет такая, и, надо сказать, планетарная. Знаете, часть людей как будто из вашей жизни, особенно это вот декабрь 25-го, где-то еще и Уран в январе у нас ретроградный, поэтому на январь 26-го часть людей, может быть, словно уходит из вашей жизни. Не все ведь к нам приходят навсегда. Кто-то с нами контактирует на время, ну и мы точно так же с кем-то. Но наступает час расставания, когда, ну вот, мы свою миссию выполнили в чьей-то судьбе, ну и человек в нашей судьбе тоже выполнил миссию. Ну, а кто-то в нашей жизни просто прохожий. Ну, это так условно говоря, потому что мы встречаем человека, для чего-то он нам нужен или информацию приносит, или есть взаимодействие по конкретному делу, но потом мы идем дальше, ну и человек где-то тоже. Вот у вас много людей. И, в принципе, на последующий даже период ваши контакты, умелая работа с информацией, правильно выстроить социум. Вот это будет все очень важно. Особенно на период Урана в Близнецах. Но это уже забегая немного вперед, это после 26 апреля в 26 году. Но где-то вот это формирование, да, какой-то основы может начинаться с 1 по 10 декабря. Личная жизнь, а тут у кого-то поездка, путешествие, переезд, вопросы работы. Может быть, вот то, чем вам приходится заниматься, все то, что я сказала по предыдущим картам, это когда все сферы жизни могли быть увязаны, ну или почти все, словно в один какой-то Гордиев узел. Нам предстоит его еще распутать, еще только предстоит. И для того, чтобы это осуществить, вы буквально куда-то перемещаетесь. Может быть, вы хотите увидеть что-то своими глазами. Или встретиться с конкретным человеком, который вам даст достоверную информацию. Или вам нужно быть в определенном месте в назначенный час. Вот такое тоже могу допустить. Но также эта карта эфир обозначает пространство, интернет. И часто по шестерке мечей мы, знаете, приобретаем новые навыки. Мы учим языки, мы осваиваем новые ресурсы. Как я говорю, скиллы, или, может быть, это просто профессия. Тоже как ресурс, да, это умение в руках делать что-то хорошо. И это как даже профессия, как, знаете, новый вид вообще деятельности для кого-то из вас. Или связана с вашей работой, или с какой-то ситуацией, которая, возможно, касается ваших родственников, ваших контактов. Но для того, чтобы решить какие-то вопросы, вам тоже нужно куда-то переместиться. И это будет где-то означать жизненный драйв, так и хочется сказать. Но приготовьтесь, что в принципе будет много перемещений, может быть, как и по инстанциям, по официальным лицам, но кто-то из вас именно эти перемещения будет делать именно потому, что переезд или куда-то путешествие на более далекий срок. Что там по финансам для вас, мои дорогие тельцы, с 1 по 10 декабря, десятка пентаклей, дом, семья, наши близкие, наши дети. Ну, тут во всех поколениях, можно сказать,
потому что по этой карте очень часто проходит, знаете, когда, ну, колода от колоды немножко отличается, но тут могут быть и даже далекие родственники, но, может быть, даже, ну, знаете, как ваше окружение, даже наши друзья, почему нет? Некоторые друзья едва ли не ближе, чем некоторые родственники, так и хочется сказать, но это еще и вопросы жилья, вопросы, где вы находитесь или где вы планируете находиться. И здесь может быть напрямую, как будто, да, у кого-то работа на дому и связанная с перемещением, или иметь возможность и перемещаться, и получать деньги, и работать, и еще где-то жить. Вот правда, все сферы жизни воедино переплетаются. Но понятно, что шестерка мечей, давайте подведем итог, это карта заслуженного успеха. И значит, игра стоит свеч. Но по десятке пентаклей, если короткий период, 10 дней, деньги есть, деньги будут. Но 10, да, это как, это младший аркан, но тем не менее это такой весомый очень 10. Как будто уже приближаются перемены. Нам говорят, может быть, у кого-то из вас буквально получение крупной суммы денег. Вот я такое могу допустить. Но это деньги заработанные. Или это те деньги, которые приходят буквально, ну, может быть, как подарок или помощь какого-то человека, близкого, кстати. Почему нет? Кого-то из близких вы можете получить деньги. Кто-то вас, ваш проект захочет поддержать. Такое я тоже допускаю. Но вот денежный эквивалент вверху правосудия. Как будто нам это пригодится на последующий период. Помните, мои дорогие тельцы, деньги – один из способов взаимодействия с миром. А первая карта у нас – перемещение путешествий. Если вы сейчас не видите, вполне вероятно, уже после 10-го где-то, да, может быть, вам и придется куда-то поехать далеко. И вот тут как раз это взаимодействие с миром, ну, как через качество денег, вам очень даже пригодится. Или для того, чтобы, ну, может быть, кто-то и планирует открыть свое личное дело за рубежом. Может быть, и такие есть тоже. Меня смотрит очень много людей. Но вот тема продолжается финансов. Посмотрите. И все то, что я сказала, значит, имеет двойной, мои дорогие, смысл, потому что девятка пентаклей. С одной стороны, это, знаете, вообще такой финансовый успех, по сути дела. Поэтому, правда, у кого-то может быть крупная сумма денег. Может быть, даже это вы уже знаете, куда ее потратите, потому что по этой карте как будто уже, ну, есть такой смысл, что все либо распределено, либо вы уже даже знаете, зачем и почему вам понадобятся определенные суммы денег. И кто-то из вас, может быть, много работал. Вот, кстати, я такое могу предположить, потому что радость должна быть какая-то. И явно туз кубков, он может свидетельствовать, кстати, к чему все идет. О поддержке кого-то из близких. Да, это вас именно поддерживают, и вы больше уверенности в себе будете чувствовать. Но ведь это приятные эмоции, это радость, да, это исполнение желаний. Поэтому у вас какое-то исполнение желаний, да, праздник это точно будет. Тельцы могли, вот вы смотрите мой расклад, а вы уже что-то просчитали. И я тогда могу сказать, что, похоже, ваш план, но если будете более гибче, да, все-таки вот тут двойка мечей, она всегда несет эта карта, может быть, и предупреждение, что выбор присутствует, и мы его делаем не с позиции денег, не с позиции чего-то материального, даже если мы понимаем, что это деньги нам, ну, как бы даруют благополучие, уверенность в сегодняшнем, завтрашнем дне. Но это что-то более весомое. Это что-то более емкое, с позиции ценности, мои дорогие. И на самом деле, может быть, вот этот сложный выбор, который вам предстоит совершить, потребует вашей отчасти силы. Но сила – это не есть только сопротивление. Сила – это знание, когда изменить направление, а когда есть нечто более весомое, важное, большее, чем наша обыденность и повседневность. Но тут именно что-то у вас идет с прогрессом. Но девятка говорит, приготовься, это еще не конец. Какие-то перемены у тебя на пороге еще. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы.
А я благодарю за ваши искренние комментарии, за вашу помощь и поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на мой сайт, читайте мои публикации, я оставлю ссылки в описании под видео. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.